Здравствуйте, зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Сегодня мы с Максимом Шевченко хотели бы обсудить очень важную тему. Она вам тоже покажется, надеюсь, интересной. Это судьба Европы. Она, наконец, гибнет или она возрождается к новой жизни. И хотели бы в качестве информационного повода просто обратить ваше внимание на недавнее выступление Орбана. а, Виктора Орбана, который вообще сформулировал необходимость изнутри, поскольку Венгрия член ЕС, реформы Европы, европейского сообщества, даже наметил какие-то моменты движения этой реформы. И, на мой взгляд, самый главный момент, он сказал о том, что сильные страны Европы, которые потеряли свою силу, отдав ее отчасти вот этому странной бюрократии европейской в Брюсселе, они опять должны обрести свою силу и получить ее от Брюсселя. И они должны стать лидерами Европы и моторами ее в будущем, после этих реформ. В отличие от Брюсселя, который сейчас ведет Европу не туда. Хочу обратить твое внимание на то, что Виктор Орбан руководитель старинной, культурной Венгрии, которая часть цивилизации европейской, но это не самая сильная страна Европы сейчас. Прискакавшая когда-то в Европу на взмыленных лошадках часть цивилизации, которую называли ужасом Европы, а потом она как бы адаптировалась благодаря святому Иштвану, который принял христианство. С его крестом на короне, наклоненным в Да. сторону. Но Венгры в свое время это были ужас. хочу еще обратить ваше внимание на то, и как бы начать с этого, может быть, обсуждения, что Венгрия это часть той Европы, которая ушла после распада советской системы из социализма, какой бы он там ни был в Венгрии, ту Европу капиталистическую, которая, собственно, была ЕС. Это, на мой взгляд, очень важно, что предложение о реформе Европы и ЕС, ну, может быть, ты скажешь, что о распаде ЕС, оно исходит из страны, которая 30 лет пыталась встроиться в ЕС, получала на это субсидии, изменила свое общество, экономику, но является как бы молодым членом, таким рекрутом, что ли, из той Восточной Европы, которую на протяжении 40 лет конструировал Советский Союз и коммунисты. Максим, что происходит? Происходит кризис и конец либерально-буржуазной эпохи, которая ставила во главу угла лозунг «Соединенные Штаты Европы», которому посвятил свою известную работу, в частности, Владимир Ильич Ленин. Соединенные Штаты Европы – это сама идея единого европейского пространства, которая руководится наднациональной элитой, масонской, назовем вещи своими именами, еще в конце XIX века. Да и сегодня в современной Франции масоны — это не какая-то конспирология, которые там странные такие люди с горящими глазами раздают тебе в подземных переходах брошюрки. Всякий человек, европеец, либерального особенно склада, особенно француз, знает, что если ты хочешь добиться каких-то карьерных успехов и стать частью государственной машины, делая карьеру, ты должен присягнуть некому набору идей, которые не связаны в первую очередь с католической церковью, потому что главным врагом масонства является католицизм, католическая церковь. И не так давно либеральный папа Франциск, который рассуждает о правах гомосексуалистов и так далее, все-таки очень твердо сказал, что католик не может быть масоном. Масонство для католика – это грех. Я лично подозреваю, что он имел в виду не шотландский обряд, а именно вот либеральное масонство, которое доминирует на европейском континенте и исходит из Франции, ложа Великий Восток, то, о чем мы говорили. Потому что, естественно, все политики Франции, которые идут туда, они независимо от их каких-то там личных приоритетов, взглядов, все равно притягают некому общему целому, который с точки зрения
масонов, строителей, каменщиков. Масон это мезон, это дом, да, на французском. Да. По-французски, то есть это строители общего дома. Какого общего дома? Общего дома, в котором превалируют не фантастические, как они говорят, ценности религиозные, да, как говорит либеральное масонство, которое уводит человека от как бы реальности вот этого мира, в котором у человека есть работа, отношения с другими людьми, общественные отношения, там, государство, ну, понятные, то есть вещи, да, какие-то там, не знаю, личная карьера, семья, там, или какие-то психологические личные моменты, человеческое. Уводит от человеческого в некое нечеловеческое, там, к Богу, к какой-то традиции. Масоны это все ненавидят. Абсолютно. По крайней мере, либеральные масоны, европейские, французские, именно они выступили с идеей того, что должна возникнуть общеевропейская элита, которая исповедует единые ценности, не подчиняющиеся клерикалам, а клерикалы в Европе это католики. Потому что протестанты не являются единым целым, и как раз именно масонство, оно скорее от протестантов произошло, как антикатолическое движение такое. И всегда во всю историю либеральное европейское масонство противостояло католицизму. Главный враг его – это католическая церковь, которая является покровителем всякого традиционализма в Европе. Правого традиционализма, мистического традиционализма, там, от видений Терезы Авильской, понимаешь, ее экстазов, там, до Рене Генона, там, который критиковал и сам как бы ушел даже в такую как бы в исламскую эзотерику Генон. Ну, в общем, французский традиционализм, который, собственно, и является настоящим, единственным настоящим европейским традиционализмом, может, еще и итальянский можно взять, но французский более такой философски проработанный, он абсолютно враждебен вот этому либеральному масонству. И, конечно, Европейский Союз – это результат деятельности ложи Великий Восток, ее ответвлений и либерального масонства. Ты, работая во Франции, прекрасно это знаешь, видел и понимаешь, собственно говоря, что разговоры о масонстве во Франции, во Французской Республике, это не разговоры о чем-то таком вот запретном. Это просто естественный, нормальный фон карьеры для каждого человека, который хочет сделать какую-то карьеру в общественном пространстве. Да. Я помню, как в здании Национального собрания Пале Бурбон во Франции была открыта, ну, знаете, как бывает, часовня, да, католическая или православная, в здании Сената православная, значит, небольшая встроенная церковь, домовой ее назовите, была открыта домовая ложа, помещение для Великого Востока Франции. По-моему, так и И существует. если ты зайдешь в этот Великий Восток, а ты, я знаю, делал интервью с магистром Великого Да, Востока, да, ну, ты поразитесь, какие-то люди, которые не имеют отношения к политике. Сидит великий магистр. Кто он такой, понимаешь? Это не депутат Очень парламента, обычный, не премьер-министр. такой Ну, он, наверное, серый, незаметный человек. да, необычный, но он Месье является Бауэр был, просто секретарем. Просто секретарем. ну, как бы портпаролем таким, Да. пресс-секретарем, если Да, хотите. пресс-секретарем, там, не знаю, метрдотелем в каком-то Да, смысле. ну, это ложи. слишком, ну, Ну, таким больше, конечно, официальным больше. Да, представителем. больше. Но собираются для того, что такое собрание ложи. Мы все знаем там «Войну и мир», там черепа, значит, там брат. Это, кстати, все было. И Но щас это, есть. да, это И есть щас просто есть. в другом виде. Это эгалите, фратерните, либерте. Свобода, значит, братство, равенство, да, значит, и, в общем, люди, которые не разделяют эти принципы, не разделяют эти взгляды, которые лежат в основе идеологии Европейского Союза, которые превосходят национальные мифы, национальные фобии, безусловно, религиозные стереотипы, они просто не могут подняться там на достаточно высокую Да, у карьеру. масонов есть... Я сейчас не хочу подтверждать твои предположения. Никогда не хотя- подтверждай. Заповедь масонов никогда ничего не подтверждает. Хотя я во многом согласен, да, все верно. Просто у них есть один принцип, который меня всегда немного, ну, не то что шокировал, настораживал. Почему я, наверное, никогда не смог бы быть масоном. У них есть принцип единомыслия. Если принято какое-то решение
в ложе или в ее отделении, потому что никто не ходит там 300 тысяч человек в одно место. Люди распределены по отделениям, значит, где собирается 30-40 человек. Если принято решение, ты не можешь выступать с другой позиции. Единомыслие. Для меня это немножко... Это не партия. Скорее, многие либеральные Это партии сильнее, чем партия. это сильнее, чем партия, поскольку здесь Это вы не орден. найдете политические Это орден, программы. да. Это орден, да, причем орден не религиозный или квазирелигиозный или антирелигиозный. Речь идет о Великом Востоке, о либеральном масонстве. Хотя сразу могу сказать, извините, последний раз Франк-масонстве, перебиваю. как его называли. Да, я не против масонов. Я считаю, что они очень много, как бы они естественное порождение западной цивилизации, их естественное. И они очень много сделали для создания этой цивилизации, в том, что касается в том числе и ее положительных моментов. Вот. И здесь мы переходим к важному моменту того вопроса, который поднял Виктор Орбан и который Да. ты сегодня задал, опираясь на высказывание Орбана. Это кризис. Это не конец, не начало, не закат Европы, как великая книга Шпенглера. Да? Закат Европы уже прошел. Да. И Европа, закат И не первый Европы раз. проходил в кровавом аду Второй мировой войны. После этого уже что-то называть закатом после 1945 года, наверное, уже тяжеловато для Европы. Сравнить с тем кошмаром, который тогда постиг Европу и все это пространство, ну, сравнить просто нечего, понимаешь? Ничего ужаснее человечество, наверное, не видело на таких больших территориях. Но сейчас это кризис. Кризис чего? Кризис, ведь давай вот кратко вспомним историю Европейского Союза, как возникал. Сначала это был после войны, когда Германия, разгромленная, расчлененная Германия, которая была разделена на 4 зоны, советская зона, на территории которой возникла Германская Демократическая Республика, государство, значит, американская зона, британская зона и небольшая французская зона. Да? И отдельно еще Берлин, который Да. вообще... Саар это как раз была, по-моему, французская зона. Саар, в том числе и французская зона. Она Мозель, была побольше. Мозель и Саар традиционно. Да. И где-то я могу ошибаться, но, по-моему, это так. И наступает момент, значит, ведь Советский Союз, Сталин, это не секрет, он был не сторонником создания там 2 государств. И когда Берия летом 1953 года предлагал Германию по австрийскому варианту сделать одним государством, нейтральным и Он разоруженным. заплатил за это пулей в лоб. Да, и пули в лоб. Это была идея Сталина, это не идея Берии была. Потому что австрийский пример был вполне удачным. Вот Австрия это был удачный ход, и вообще сторонниками вывода войск из Австрии, которая тоже была разделена, единственное, французской зоны не было в Австрии. Да. То есть французы не участвовали в австрийской оккупации. И то, что Сталин настаивал, несмотря на то, что Австрия была частью Третьего Рейха, считать ее отдельным государством, это сталинская была позиция. И австрийцев отпускали раньше из советского плена, раньше немцев, это и известно. Вот Конрад Лоренц, великий австрийский психофизиолог, попал в плен под Минском, он был убежденным нацистом, между прочим, автор, Нобелевский лауреат и автор замечательной книги «Человек находит друга». Он был, ну и многих других, он был убежденным нацистом до советского плена. Он оставил воспоминания о советском плену, когда он увидел советских людей и поразился вообще, какие стереотипы чудовищные жили в его сознании. Когда ему оказал помощь советский врач, когда ему отдали, он написал в советском плену книгу, работая. Его вызвал к себе офицер НКВД, сказал: профессор, мы знаем, кто вы, мы знаем, вот как вы работаете, вы не думаете, мы не такие скифы-варвары, на прекрасном немецком сказал ему офицер. Мы вот вам ваша работа, мы готовы вас отпустить. Его отпустили еще, как многих австрийцев, в 40-е годы. Потому что Сталин приказал считать их оккупированным народом. Мы знаем, что вы пересмотрели ваши взгляды, и мы готовы вам вернуть, вот если там нет секретных данных, мы вернули рукопись, он написал исследование о психофизиологическом состоянии человека в экстремальных условиях плена. Буквально. Эту работу он потом отвез туда. Я к чему вспомнил эту потрясающую историю про этого, безусловно, великого ученого, который прошел путь от убежденного нациста до гуманиста и австрийца, и каким, значит, был профессор Лоренц. Я вспомнил это потому, что судьба Германии была ключевой.
при формировании Европейского Союза. Потому что Европейский Союз, Европа делится на две части. Политическую, как бы духовную составляющую Европы, ее центр находится в Риме. А политическое, государственное, это всегда германский мир. Это наследие Карла Великого. Политическую Европу, единый миф единой Европы создали германцы, не галлы и даже не Рим. А германцы. Рим – это не Европа. Рим – это мир. Рим – это больше, чем Европа. Рим – это Греция оккупированная. Рим – это провинция Палестина. Рим – это провинция Африка. Рим – это США. Рим – это Запад. Рим – это Запад. А вот Европа – это германцы. Это германская нация, как ее не понимай. Это все-таки масоны, антикатолики Послушай. создавали единую Европу? Или все-таки это Миф Рим единый, первый и миф католики? единой Европы, они себя считают политическими наследниками, потому что идет же модернизация, изменений и идей той Европы, которая впервые была создана Карлом Великим. Да, империя Он создал, да, европейская. и империя. И я помню журнал «Шпигель», когда готовилось вот это вот Европейский Союз, его объявление, да, это было в начале 2000-х, по-моему, да, когда был переход от единого экономического сообщества, как это называется. Совершенно верно, Да. да. Мы еще об этом Да, поговорим. к Европейскому Союзу, как к политическому образованию. Шпигель, я, по-немецки читаю достаточно свободно. Я помню, были специальные выпуски, посвященные истории единства Европы. Да. И они буквально просто производили целые книги о Карле Великом и о священной империи германской нации. Не случайно, потому что это два борющихся начала. Как мы знаем из истории Средневековья, император, главный враг католического папы, главный враг Рима, папы, кто? Император. То есть, если абстрагироваться от конкретных фамилий, там, Гогенштауфены или Габсбурги, или кто-то еще, это политическая Европа, Германский император. Европа, единая империя Европа. Карла была другом. единая Папы. Европа, главная проблема и главный враг того центра, который наследовал по-настоящему Риму. Риму как центру мира, как то, что претендует на мировую власть. Когда-то Рим, там это была власть там конкретная, там вот Борджиа там действовал, армией пытался, да. Потом папы поняли, что лучше действовать через умы. И Так что это же так что же существенно, Орбан? это парадигматический конфликт сохранялся, и сегодня мы его наблюдаем. Я считаю, что главным оппонентом, главным врагом либерального Европейского Союза был, есть и остается Ватикан. И сегодня в Ватикане очень пожилой, но очень бодрый папа-иезуит. Впервые в истории член ордена Иисуса, иезуит. Об иезуитах надо бы сделать отдельную передачу. Давай, с удовольствием. Много всего про них наговорено, но мы что помним? Что, допустим, короля Анри IV, Генриха IV, тот самый, который славный был король, любил вино до черта, хоть пьян бывал порой, Великий его король. зарезал иезуит Равальяк. Вскочил к нему на подножку. Тот король, который сказал «Париж стоит месса», да, который был лидером протестантов, Да. и принял, и, кстати, считается одним из заположников масонства, между прочим, Генрих IV, Анри IV, насколько король может быть, конечно, масоном. Его зарезал Равальяк, и потом был разорван лошадьми, да, правильно сказать, на Гревской площади. Это здесь даже гравюра знаменитая в Париже. Иезуиты, в общем, это боевая армия католической церкви. Это я знал иезуитов, встречался в разных частях света. Это исключительные люди. Это люди, как правило, образованнейшие, умеющие поддерживать беседу, тонкие психологи, искренние католики. То есть вот в тяжелых временах человек выходит в джинсах, в майке, он говорит, я понимаю, что передо мной священник католический иезуит. Это человек, который там собирает школы, заботится о людях в африканской или в какой-нибудь азиатской бездне. Понимаешь, да? Который сам не грешит там, и так далее. Это люди очень мотивированные. Вот член этого ордена является папой. Это не случайно. Потому что предыдущий папа Бенедикт XVI не признал Европейскую конституцию, более того, проклял ее открыто. Ха-ха-ха, сказали либералы. И вот, когда мы возвращаемся к Виктору Орбану, что такое Венгрия? Венгрия вне католицизма, вне
наследие святого Иштвана не имеет смысла Да. и исторического. Католическая страна. Ну, она боролась там между тремя. Когда-то, когда она начинала, Иштван был православным, и венгры имели теснейшую В связь. 16 веке она почти вся стала протестантской. Да, Вернулась венгры к были католицизму. протестантами, причем протестантами-кальвинистами. Кальвинист. Да, знать. Потом, после победы под Веной, когда Батори, польский король венгерского происхождения, Штефан Батори, да, и Иштван Батори по-венгерски, Стефан Баторий, как мы знаем его, да, польский король, он как бы победил турок, и Венгрия опять стала католической во многом, да. Там я так упрощаю исторические пути. Но так или иначе, Венгрия это опора. Австрия это католическая страна. Успех партии Freiheitliche Partei Österreich, свободной партии Австрии, FPÖ. Я был на нескольких их мероприятиях, на всех их серьезных мероприятиях всегда присутствовал папский нунций в Вене. И они всегда позиционируют себя не просто как националисты, а как австрийцы из Тироля и Каринтии, как католики. Для них это важно. Хотя это люди, на мой взгляд, либералы, современные либеральные люди, живущие достаточно свободной жизнью, там, ездящие отдыхать на Ибицу. Но в целом это важный фактор. Словакия. В Словакии есть православная церковь местная, которая объединяет русинов прежде всего. Но Словакия это тоже католик. Если Чехия это самая атеистическая страна Европы. Да, они не ходят в церковь. Да. Я много раз это с удивлением наблюдал. Потому что это Ни в наследие, какие не в ходят. том числе и наследие чешского национального самосознания, восходящего к Яну Гусу и к антикатолической традиции чехов, да? То Словакия это не Чехия. Именно это отличает. Хорватия именно потому и не Сербия, что это католики. Да, Словакия всегда была частью Венгрии. Да, Хорватия это Словения. Как и Нет. Хорватия. Ну, она была частью великой... Венгерского королевства, Да, скажем так. не Венгрии. Вот не надо, потому что Венгерского мы часто королевства. путаем национальное государство и Да, королевство. всё верно. Венгерского королевства, как и Моравия тоже, как и древние славянские эти земли. Это земли очень католические. Хорватия это католическая земля, очень сильно. А Словения, там просто половина слов немецкие в славянском языке. Они даже ручей называют Бах, словенцы. И они просто, очень сильно связаны с Австрией. Очень сильно. Причем они как раз граничат именно с Каринтией, с той частью, на которой опирается свободная Штирия и партия. Каринтия, старинные южногерманские земли. Не говори германские, австрийские. Пускай будет Ну хорошо, германской нации, да, скажем так. И поэтому, на мой взгляд, вот в этом регионе, Балканском регионе, образовалось Балкано-Австрийском. Недаром он является опорой борьбы против Европейского Союза. Я считаю, что за спиной Орбана, за спиной всех сил, которые бросают вызов либеральному Европейскому Союзу, стоит католическая церковь, стоит Ватикан. У Ватикана другая стратегический период планирования. Он планирует даже про годы и речи нет, даже не десятилетиями. Они думают так, да, перебесятся, масоны проиграют, потому что они не смогут справиться с этим фактором. Плюс я уверен, что Россия, современная Россия, путинская, которая изгоняет из себя Чубайса, вот так это назовем. Опять Чубайс. Где ЕС и католики? Чубайс это где Чубайс? потому что Чубайс символизирует сидит, молчит либеральные себе в Израиле. реформы. Ничего он не молчит. Либеральная реформа. Он не молчит, он создал там Дом будущей России. Институт по изучению будущей России. Да, аналитический Знаешь, это центр. Да, но это трудно назвать молчанием. Если бы он создал институт по он изучению сидит и проблем, по молчит. изучению проблем поэтики Данте Алигьери, то это называлось бы молчание. Тоже хотел либеральную империю, кстати, создать. Под властью Гогенштауфенов. Понимаешь, не совсем либеральная. Он хотел поражения Рима. Как раз Данте был сторонником европейского, все сторонники императора это сторонники европоцентризма. Все сторонники папы это сторонники традиционалистского глобализма. Вот это главные две силы, которые сегодня конфликтуют в Европе. Безусловно, современная Россия, для нее либеральная европейская Европа, которая объявляет ей войну просто, устами Каи Каллас, устами других европейских политиков, которые отказываются от мира, которые вместо вменяемых
переговоров по Украине, например, просто Украину решили включить в Европейский Союз, что явилось причиной для современной трагедии. Когда с помощью демократических манипуляций, с помощью демократических разного рода институтов, цену которым мы все знаем, прекрасно понимаем, просто решили присоединить к себе мощную, стратегически ключевую страну там, с выходами на черноморские незамерзающие порты. Срединную страну. Да, с 6 атомными электростанциями, понимаешь, там, с богатейшими... С еще не ликвидированными, хоть и пустыми шахтами для Да, с баллистических богатейшими ракет. месторождениями угля, марганца, металла, так что Украина, сама не ввозя на своей территории из своего сырья, может производить металлический брус. Не каждая европейская страна этим может Не похвастаться. только брус. Там стоят- Ну вот металл, собственно Они за говоря. 30 лет, их олигархи много вложили в модернизацию сталелитейных Кстати, заводов. да, и это вопрос еще кто их партнеры в Европе. Да. Значит, плюс, ну там уж дальше, там энергетические источники, Днепровский каскад и все такое, чернозем, в общем, бесценное сокровище, Да, которые Украина. просто решили, что как бы в Москве, как бы, мол, все плохо, 11-12 год, понимаешь ли, все дела и все такое прочее. Москва сильно привязана через газовые трубы к Европе либеральной, к Германии. Поэтому давайте-ка мы сейчас вот возьмем себе вот это все. Это, конечно же, не могли допустить ни в Москве, но главное, это не могли допустить в Ватикане, на мой взгляд. И современный кризис Европейского Союза показывает нам что? Очень точная оценка президенту Путина. Сильно упал уровень элит. Вот на смену даже Ангеле Меркель приходит какая-то Кая Каллас, понимаешь? На смену Вилли Брандту приходит Шольц. Социал-демократов, если А брать. Коль? На смену Коле приходит вот этот вот Мерц, которого немцы шутят как Шмерц, потому что Шмерц по-немецки это боль, а Мерц, это значит вот его фамилия, они просто добавляют СХ, получается Шмерц. И его последние значит, голосования по мигрантам, когда фактически он открыл альтернативе «Путь», значит, там, и впервые голосовал вместе с правой партией, за спиной альтернативы тоже стоит, вот я уверен, серьезные традиционалистские силы. В Европе есть только два центра, которые между собой на протяжении столетий последних сильно противодействуют. Это Рим, католицизм и все формы национализма, восходящие туда, к католицизму, традиционалистский национализм. И национализм иного либерального плана, как ни странно, вот гитлеровский нацизм, он был антикатолический, ведь очень сильно. Конечно. И Гитлер против католиков был, потому что Гитлер как раз именно вот туда скорее был. Вот, Хотя он и масонов ненавидел и уничтожал. франкмасонов. К шотландскому обряду. Он до них не добрался. Ну как король Англии там приезжал в Германию, зиговал во время Олимпиады в 1936 году. Он до Англии не добрался, Гитлер, поэтому... Ну да, но Англия к нему приезжала. Как известно, есть фотографии юной Елизаветы, которая там стоит, зигует, понимаешь, девочка. Во Франции они вычищали Франк-масонов, вот либеральных масонов, они ненавидели. Гитлер сам был атеистом. Он вполне был, как это ни страшно звучит, либерал, потому что его радикальные, чудовищные российские взгляды... Он был язычником, он во что-то верил. Я бы не Они, сказал, что он был атеистом. если ты посмотришь либеральную идеологию Франции 19 века, которая полагала, что можно что угодно делать там с алжирцами, тунисцами и марокканцами, понимаешь, и французские офицеры, которые фотографировались на фоне отрубленных, высушенных голов, значит, там, бедуинов и алжирцев. Ну, на мой взгляд, преступления СС не слишком далеко ушли. И вся идеологическая база антисемитизма европейского была сформулирована во время дела Дрейфуса во Франции. Европейский антисемитизм говорил на французском языке, идеологический, концептуальный, такой как бы вот, который... И был католический, между прочим. И был в том числе и католический тоже, естественно, да. Отчасти. Поэтому кризис Европы, я думаю, будет продолжаться, потому что я не вижу пока никаких ресурсов для Европейского Союза, элиты Европейского Союза справиться с этим блоком. Венгрия, Австрия, Словакия,
которому может присоединиться Румыния. Голосование за Джорджеску нам показало, что несмотря на то, что Румыния православная по преимуществу, хотя в ней очень сильны позиции греко-католиков, считай католиков. Как и на Украине. На Украине они слабее. Украинское православие просто переживает погром достаточно серьезный. Ну и просто не надо забывать, что в Румынии больше миллиона венгров, которые конкретные католики. Трансильвания, она католическая. Да, ну православные вот эти западные церкви, они тяготеют к Ватикану, к Константинополю, и Константинополь это считает, что Ватикан то же самое. Это младший брат Ватикана. Особенно после так называемого взаимного целования Варфоломея II и Иоанна XXIII, по-моему, там, которое было там якобы примирение, это снятие клятв и всех прещений. Поэтому я думаю, что кризис либерального, мне просто непонятно, что либеральный Европейский Союз может противопоставить тому, что происходит. Ты Тем более, мне 20 копеек добавить? Да, даже попросил бы тебя добавить рублей 15-20. Знаешь, почему попросил? Потому что формирование вот нынешнего ЕС, который очень сильно отличается от того ЕС, который был до 91 года, то есть 92-го, происходило у меня на глазах. Я работал во Франции с обкором известий и видел все это, в том числе этот саммит в Ницце, если не ошибаюсь, 2001 год, который открыл дорогу нынешнему ЕС. Чем он сильно отличается? До 2000-х годов ЕС был организацией, которая главная ее функция была распределять сельскохозяйственные кредиты. Это был главный бюджет. Европейский банк развития. Да, Европейский банк развития, который ни о каком введении единой валюты речи не шло. И вот 91 год, окончательный с падением советской власти в Советском Союзе, распад восточноевропейского сообщества социалистического, демократического, как его называли. И появилась программа. Я сейчас не буду говорить, где, внутри чего. Это скажем так, европейское либеральное масонство оборзело, получив в свое распоряжение из рук Горбачева бесплатно, без боя, без войны, огромные территории на востоке Европы. Их надо было абсорбировать в западную цивилизацию, в ЕС и в НАТО на том уровне, который существовал. Надо было им абсорбировать. Потому что мы-то полагали, Советский Союз, им надо было абсорбировать. Советский Союз полагали, несчастный Горбачев полагал, что будут какие-то там договоренности, какие-то нейтральные территории, которые... В 1991 году пал Горбачев. И поэтому их надо было принять. Для этого нужна была программа. Подожди, их не надо было принять. Их можно было принять, можно было не принять. С точки зрения Запада. Я сейчас говорю, что была рождена западная программа. Их надо было Западу принять, абсорбировать, включить в ту цивилизацию, которую на тот момент они строили. Для этого нужно было первое. Это деньги. Потому что до сих пор практически все эти страны получают субсидии на перестройку экономики и общества от ЕС. Первое, нужны были деньги. Но какие деньги? Что одни будут вносить франки, другие будут вносить марки, третьи будут вносить лиры. И как это распределять, эти субсидии? Нужна была единая валюта, и они ее создали. За это пришлось заплатить, в том числе и западным странам, и их потребителям. Короче, основой Европейского Союза является франко-германский союз, где Франция играет роль лидера, французская масонская элита, Великий Восток, а Германия является ролью ресурса, вторым номером играет. Второе, Максим. Вот появилась единая валюта. А как вообще, кто ее будет регулировать? Единая валюта, которая не просто условная, да, а это деньги, которыми люди каждый день расплачиваются на рынках и в магазинах. Значит, нужен был центр политический, который может контролировать курс этой валюты. Но это возможно только тогда, когда всем странам ЕС будут навязаны определенные валютные обязательства. Чтобы дефицит бюджета не превосходил 3%. Если вы что-то хотите заимствовать, раньше как решала свои проблемы финансовой Франция? Надо будет, напечатаем немножко денег. Надо будет, сколько надо, выпустим облигации и займем на рынках. Сейчас нет. Сейчас на все это деньги печатает только Европейский банк. А если вы хотите что-то занять, согласуйте это с руководством ЕС. И, наконец, третье. Нужен был политический инструмент, который эти деньги распределяет,
ставит этим восточноевропейским странам условия, и не только восточным, но и западноевропейским, потому что надо поддерживать единую европейскую валюту. Так была создана на ровном месте европейская брюссельская бюрократия, которой были отданы полномочия от суверенных государств, и которая начала, во-первых, расти, как любая бюрократия, а во-вторых, набирать себе новые полномочия и вмешиваться в дела не только мировые, Восточной Европы, но и этих государств, которые это создали. Что предлагает сейчас? В итоге и мощные государства Европы ослабли. Что это такое? 20 с лишним, 27, по-моему, сейчас Европейский Союз собирается, и какой-нибудь Люксембург может наложить вето на их общие решения, которые... Люксембург — это очень серьезная страна, это аристократическое государство. Это центр масонства европейского. Да. Кстати. Ну, я условно Только говорю. не Великого Востока, а шотландского обряда, который восходит к Лондону. Или Латвии. Можно наложить вето на, чем, кстати, пользуется Орбан. Я его, кстати, с этим поздравляю. Он им доказывает, что своими вето, он доказывает, что эта система плохо работает. Он хочет, и стоящий за его спиной Ватикан, они хотят не разрушения этой системы. Они хотят ее переформатирования. Они хотят, чтобы элиты поменялись европейские. Совершенно верно. Они хотят, чтобы ушли от власти, отошли либералы и члены Великого Востока или сочувствующие Как это идеям можно Великого сделать? Востока. Орбан Кризисом предлагает- через кризис. Орбан предлагает. Надо вернуть полномочия руководством мощных европейских государств. Надо ослабить Брюссель, в котором какая-то Каллас, кого она представляет? За ней что стоят дивизии сейчас, как переформатировать. Папа был секретарь комитета комсомола Тартусского университета. За ней стоят ядерные ракеты. Девушка из глухой провинции европейской сейчас объясняет Трампу, Путину, как вообще надо вести себя. Такого никогда не было. Такого никогда не было. Да? И такого быть не может. И Орбан предлагает вернуть полномочия руководству мощных европейских государств. Вернуть им экономические из Брюсселя, вернуть политические. Это и будет переформатированием политических. Да, но в этих элит. государствах к власти должны прийти не абы какие там, понимаешь ли, Миттераны и Жискардестены, а люди, подобные альтернативе Орбану, свободной партии Марин Ле Пен. Как бы не абстрактным государством хочет Орбан вернуть власти, а Орбан хочет вернуть власть тем, кто является антилибералами. Ну, потому что это тоже либералы. Вот альтернатива, некоторым кажется, что это какие-то нацисты или фашисты. Ничего подобного. Ни Мелони не является фашисткой в Италии, ни вот эта вот, значит, дама, возглавляющая альтернативу. Это тоже либералы. Она вообще, она постоянно, это глава альтернативы в Германии говорит, что она лесбиянка. Это постоянно подчеркивает на каждом своем Я выступлении. не хотел об этом говорить. Ну, она сама об этом, она как бы, это как рекламную карточку. Да. То есть это как бы визитная... Она говорит, я либерал, я как бы не противник, я там не являюсь там, не знаю, там чем-то еще. Это тоже как бы промежуточный такой элемент, за которым идет более серьезные, может быть, силы. Но, по крайней мере, Орбан говорит о явной смене элит. И то, что надвигается в связи с переговорами по Украине, не может быть интерпретировано иначе, как огромное поражение Европейского Союза и его либеральной элитной группы. Европейский Союз, да, потому что представьте Потому себе... что они Украину они не получат в том виде, как они хотели. Более того, огромные деньги туда они вложили. Кая Каллас говорил о 135 миллиардах и требует продолжать это дело. Маленькая Эстония, самая богатая страна, Вот естественно. представь себе, что конфликт случился во времена, когда Францией правил Миттеран, Не могло быть такого конфликта. когда в Германии был Коль, или когда в Великобритании, которая сейчас уже ушла из ЕС, была Тэтчер. Что какая-то Каллас пыталась Нет, что-то сказать. такого не могло просто быть, потому что слишком тогда, Эти в три эти эпохи, руководители большие были... просто сели бы и разговаривали с Путиным. И это был бы равноправный разговор. Но с Каллас разговаривать нельзя. Она представляет собой бюрократию брюссельскую, которую никто не выбирал. Непонятно, как появились эти люди, непонятно по какому принципу человек из Эстонии сейчас пытается решать мировые проблемы или войну на территории Европы фактически. Нет.
Эти Ну, мне вопросы- кажется, это специально делается, потому что кто-то же, на кого-то же надо переложить ответственность. Но не на Макрона же ответственность перекладывать, понимаешь, серьезного человека, руководящего единственной страной Европы с атомной энергетикой мощной. А ты заметил, что- Единственной суверенной континентальной страной в Европе Франции руководит. Но не он же должен быть хранить, хотя он виновен. А ты заметил, Поэтому что... возьмут Каю Каллас и скажут: Кая, ты виновна. А ты заметил, что Кого еще? великие руководители перестали приходить к руководству больших европейских государств именно после того, как сформировался в 2000-х годах, после 2001 года, после саммита в Ницце, вот этот Европейский Союз. Потребность в этих людях исчезла. Нет, политические элиты могут выбросить наверх руководителя такого же уровня, но у него нет полномочий, а значит и нет потребности в этом человеке. И только, ну, я скажу, разрушения нет, его не будет, конечно. Но перестройка, ослабление бюрократии, ослабление Брюсселя придет к тому, что в этих странах появятся большие крупные люди. Элиты Орбан говорит поменяются. о патриотическом блоке. Он постоянно стал поминать это патриотический Да в Европе блок сейчас в Европейском единственный парламенте. великий руководитель это Орбан. К сожалению, у него страна в руководстве небольшая. Я так Это не великий считаю. руководитель. Я считаю, что, еще раз говорю, это инструмент в руках Ватикана, Папы Франциска, потому что в Европе добавим было Франциска к этому. и есть только два центра. Был, который со времен Каноссы, когда императора заставили на коленях приползти и стоять 3 дня, прежде чем папа простил его и отменил интердикт отлучения. Есть католическая церковь, Ватикан. В то время это, правда, не был Ватикан, но вот католическая церковь, престол Святого Петра, викарий Христа, как они называют себя, наместник Бога, наместник апостола Петра, наместник Бога на земле, викарий Петра, викарий Христа, наместник апостола, и император, который в разных обличиях существует в Европе. Это может быть либеральный Гогенштауфен, это может быть консервативный Габсбург, это может быть либеральный Европейский Союз. Брюссель — это тоже коллективный император, которого Ватикан должен заставить на коленях приползти, или который должен погибнуть, как погиб внук Фридриха II Гогенштауфена, которому отрубили голову, как известно, значит, когда пришли французы, Конрад. да, значит, в Сицилию, и пала тогда империя Гогенштауфенов, пала, да. И вся история Европы, она движется несмотря на идеологические нарративы, она движется в рамках вот этого единого дискурса. Это борьба между германским началом, которое и есть Европа, и Римом, который есть претензия на власть над миром. Так было, так и есть, и так будет. Ну что ж, очень интересно, Максим, спасибо огромное. Необычно, да. Полет фантазии и эрудиции Максима Шевченко меня всегда удивляет и восхищает. Спасибо, что слушали. Да это 2 × 2 = 4, мне кажется, какая там особая эрудиция. Ну, Мы это все знаем, просто иногда мы смотрим вот на, об этом и речь. на Смотря- трещины. И Правильно. некоторые видят трещины, а некоторые видят Правильно, рисунок. вот в этом видении и есть фантазия, ее полет и полет эрудиции. Да, мы все знаем факты, но их связать можно вот так и получить краткий курс истории КПСС, а можно так, как делаешь ты, и получить очень интересный взгляд на мир. Вот о чем речь идет. А так-то, конечно, факты по школьным учебникам многим известны. Или университетским. Спасибо большое, что слушали нас, что уделили нам внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это была передача «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». И Максим Шевченко в качестве главного аналитика и собеседования этого нашего семинара краткого. Максим, спасибо большое. До свидания. До свидания. Ничего не бойтесь.